Всем привет, я Марина, и с вами школа Сакрамел. Многие мастера боятся предлагать клиенту форму четкий квадрат, так как переживают за углы, которые могут сколоться. В видео расскажу, почему так происходит и как можно их сделать четкими, но при этом прочными. Добавим красивый летний дизайн, и мы поехали! Вот такие ногти сегодня пришли на коррекцию. Им больше 1 месяца. Они прилично отросли, но, как мы видим, углы должным образом не проносились и многие скололись. И сегодня расскажу, почему такое может быть, какие причины этому, а пока что выполняем снятие старого покрытия. Ну и, конечно, самое главное – убрать все отслойки, которые здесь были, для того, чтобы уже не было их вновь, потому что если оставить даже маленькие незначительные отслоечки, которые практически не видно глазом, сверху положить новый материал, то сверху она снова потянется, появится и будет разрастаться с каждым разом все больше и больше. И это одна из частых причин отслоек, когда мастер не полностью убирает предыдущие отслойки. Это не значит, что мы должны полностью каждый раз снимать материал до натурального ногтя. Если материал хорошо держится и не имеет отслоек, то в этом нет никакой необходимости. Но, к сожалению, если все-таки отслойки появились, наша задача практически полностью снять материал вот до тех пор, пока отслойка полностью не уйдет. И тут я рекомендую действовать осторожно. Сначала работаем аппаратом, а затем уже дошлифовать поверхность ногтя можно бафом или пилочкой. Поэтому сначала раскрываем подкутикульный карман и затем уже матируем пластину. Для этого использую мягкий баф. Я вам уже не раз показывала их в видео, что они имеют хорошую абразивность, приподнимают чешуйки, при этом не перепиливают ногтевую пластину, например, как абразивная опилка. И уже только после этого этапа, когда мы сгладили поверхность между искусственным материалом и натуральным ногтем, мы приступаем к маникюру. Кутикула у модели сухая, поэтому в идеале ей подходит чисто аппаратный маникюр. Плюс также красная зона над кутикулой говорит о том, что она чувствительная, и опять-таки это звоночек к тому, что лучше выполнить чисто аппаратный маникюр. Хотя, в принципе, можно сделать и комбинированные, просто стоит быть очень-очень осторожным. Поэтому мастер должен владеть различными техниками выполнения маникюра, не только делать всем все в одной схеме, но подбирать его индивидуально под руки клиента. Так как у клиента кутикула тонкая, синусные повороты достаточно чувствительные, используем насадку пламя с красным абразивом. Срез будем выполнять также красным абразивом. Тут мы его подбираем под руки клиента в зависимости от толщины кожи, от ее плотности, от того, насколько широкая разросшаяся кутикула. Поскольку тут она не сильно объемная, справляется скругленный цилиндр с красно-белой насечкой. Если мы все выполнили правильно, получается очень красивый и чистый результат, которому вы можете научиться на наших обучающих программах. Нравятся мои видео? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 30 видеокурсов по цене одного с получением сертификатов. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании, а также подписывайся на канал. Для того, чтобы углы хорошо носились, необходимо выбрать пластичную базу, поскольку ногти скручиваются. Достраивать их будем при помощи геля-желе. Почему углы могут лопаться и не носиться, скалываться? Это зависит не только от техники, в которой работает мастер, но также от эксплуатации ногтей клиентом. Моя модель была в отпуске, было много воды, активностей, поэтому понятное дело, что углы и не проносились. Если вы знаете, что ваш клиент любит очень активно работать руками по хозяйству, или его работа предполагает активную работу ногтями, руками, в таком случае рекомендую выполнять укрепление не базой, а твердым либо ликвид гелем, то есть более твердым материалом. И в нашем случае мы используем гель-желе для восстановления боковых стенок, для укрепления этих боковых сторон, чтобы углы не скалывались. Гель-желе дает такую жесткость, прочность, которая нужна для носибельных углов. Но важный нюанс: в тонкий слой гель-желе носиться не будет и даст такую же трещину. Поэтому мы не просто промазываем гелем желе, не просто делаем тонкий слой словно базой, а именно выкладываем архитектуру. И считаю, что мастер обязан знать основы правильной архитектуры. Сейчас при помощи геля-желе докладываем высоту на свободном крае и словно ламинируем торец для того, чтобы добавить ему прочности, жесткости, чтобы приподнять слегка клюющий свободный край, чтобы восстановить его. И затем уже выполняем укрепление ликвид гелем.
Этот гель не такой пластичный, как база, более жесткий, но и не такой прямо твердый, как гель. Для большей длины мы бы использовали только жесткий гель, а вот для такой средней длины он подходит. И стараемся подобрать цвет ликвид геля, подходящий под цвет геля-желе, чтобы они были компаньонами и так сильно наше достраивание гелем-желе не было видно. Конечно, после выкладки мы можем с вами снять липкий слой, подпилить, добавить больше четкости. Это всегда можно сделать, потому что я знаю, что многие боятся пилить после базы или после ликвид геля, думают, что стоит все выкладывать только лишь на готовность, но это не обязательно. Если вы видите изъяны, то обязательно даже это сделать нужно. И уже после всей выкладки, хорошей просушки, обезжириваем и выполняем четкий опил. И секрет четкого квадрата кроется в правильном опиле. Самое главное, не испортить все то, что мы достраивали, оставить углы острыми. Для этого необходима, во-первых, ровная посадка мастера. Если вы как-то неправильно будете сидеть в кресле, полубоком или, например, отвалившись на спинку стула, то уже четкого квадрата не получится. Представляете, даже такие нюансы влияют на четкость. Ну а также, как вы держите пилку во время опила. Не заваливайте вы пилку на клиента или под ноготь, так как получится уже скво-овал, а не четкий квадрат. Но мы не можем оставить свободный край таким толстым, поэтому выполняем выпиливание изнанки толщины материала при помощи твердосплавной насадки для создания тонкого торца. Ну и теперь красивая часть нашего маникюра – это дизайн. Все чаще вижу в интернете минималистичные дизайны, например, с цветочками, поскольку лето, хочется чего-то более яркого, более каких-то видных дизайнов. Сейчас тенденция в дизайнах сводится к минимализму, поэтому все цветочки такие схематичные, и мы их выполняем при помощи белого гель-лака, желтого гель-лака, добавляем некоторые прорисовки. Это вообще абсолютно не трудно. Если вы умеете рисовать френч, то вот такие листочки, цветочки вам будет нарисовать проще простого. Но смотрится это интересненько, за это уже можно взять гораздо больше, нежели чем просто даже за френч покрытие. Это уже такая роспись, можно сказать. Можно выполнить на нескольких ногтях или на всех, уже по желанию клиента. Можно, кстати, даже одну руку выполнить с цветочками, другую полностью покрыть цветом. В общем, тут уже на ваше усмотрение. Дополняем все точками при помощи дотса, либо ставим их обратной стороной кисточки. У нас получаются такие незатейливые цветочки. В серединку добавляем черные точки гель-лаком и перекрываем топом. Создаем ровную поверхность. Результат нашего преображения. Ставьте пальчики вверх, пробуйте этот способ на себе и клиентах, и вы убедитесь, что квадрат может быть и прочным, и с четкими углами. А я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!